Привет, мои дорогие зрители! Сейчас я вам покажу мастер-класс, который готовила несколько лет. Так как я пересмотрела много других уроков, много раз перевязывала свои носочки, несколько раз вязала носки своим близким и друзьям, поэтому я выбрала лучшие способы вязания для себя и с радостью поделюсь этим с вами. Это будет урок, как вязать носочки спицами. Тот, кто вязал со мной куклу Розали, сможет связать для нее вот такие маленькие носочки, а также научится вязать носки любых размеров. А те, кто не вязал куклу, смогут связать носочки для малыша или на себя и своих родных. Так что порядок действий будет одинаков. Отличаться будет только количество набранных петель и количество рядов. Носочки будут вязаться по кругу, поэтому я беру круговые спицы, то есть спицы на леске. Я взяла 2 пары, чтобы было удобнее вязать. У меня спицы диаметром 3,5 мм, но вы также можете вязать чулочными спицами. Если у вас есть спицы, но вы не знаете, какого они диаметра, вам может помочь вот такая линеечка, которая продается в рукодельном магазине, и вы методом проб узнаете, какой у вас номер спицы. Вот эта спица 3,5 мм. И так как я очень люблю вязать такой толщиной спиц, то я подбирала пряжу уже под толщину спицы. Обычная пряжа для носков мне не подошла, она была слишком тонкая. Я пробовала много разной пряжи. Некоторые были слишком колючие, другие непрочные, но в итоге я нашла идеальную для себя пряжу. Так как я хотела носочки шерстяные, а еще красивого цвета и прочные, я нашла пряжу Alize Baby Wool. У нее 40% шерсти, 40% акрила и 20% бамбука. Она как раз очень хорошо подходит к моим спицам. И еще у нее большой выбор красивых цветов. Так что если будете вязать для себя, я вам очень советую взять такую пряжу. Ну а я сейчас буду вязать для куколки, поэтому я возьму пряжу джинс, которой я вязала всю куклу. У нее такая же толщина нити, как и у Baby Wool. Итак, я сейчас буду показывать, как вязать. Но еще я приготовила для вас вот такие расчеты петель и рядов на размер ноги 43, на размер ноги 38 и 39, на ребенка 2-3 года и на ребенка 4-5 лет. Эти расчеты вы найдете внизу в описании под видео, а также, возможно, они будут дополняться в зависимости от того, буду я еще вязать на детей или нет. Сейчас я буду набирать петли на спицы. Если вы еще не определились с количеством петель, вам нужно связать образец из 20 петель, узором, которым вы будете вязать носочек, не резинкой, а вот этим узором. У меня здесь просто прямое полотно. Затем нужно будет 20 петель разделить на ширину образца в сантиметрах и умножить на обхват стопы в сантиметрах. Вот меряем это место.
То число, которое получилось, нужно округлить так, чтобы оно делилось хотя бы на 2. Для куклы Розали я буду набирать 28 петель. Я делю их на 2 спицы и буду вязать по кругу. Сначала петли на одной спице, затем на другой. И вот таким образом. И я набираю половину петель на одну спицу, то есть 14 петель. Я набираю вот таким способом. Если вы еще не знаете, как набирать петли и вязать лицевые и изнаночные петли, посмотрите, пожалуйста, видео в YouTube для начинающих. Я уже набрала 14 петель и теперь беру вторую круговую спицу, не другой конец вот этой спицы, а другую спицу, прикладываю ее рядом и набираю на нее вторую половину петель. Я набираю 14 петель. Я уже набрала. И теперь буду вязать резинку по кругу. То есть я складываю вот так спицы. Вот это-то, что с хвостиками, будет дальше от меня. А на этой спице я буду вязать только на другом ее конце. Сейчас я буду провязывать эти петли. Они находятся на этой спице, поэтому вязать я буду той же спицей, только другим ее концом. Беру нить, которая идет от клубка, но не через верх, а из-под низа спицы. Петли со второй спицы я могу пока снять. Вот таким образом. И вяжу резинку 1 на 1, то есть буду провязывать одну лицевую петлю, дальше одну изнаночную, затем снова одну лицевую, одну изнаночную и так далее. Если у вас все петли делятся не на 2, а на 4, то вы можете вязать резинку 2 на 2. То есть провязывать 2 лицевые петли, 2 изнаночные и снова 2 лицевые петли, 2 изнаночные и так далее. Для куклы я вяжу носочки одним номером спиц, но если вы вяжете носочки для человека, вы можете основное полотно вязать, например, спицами 3,5 мм, а для резинки взять спицы 3 мм. Тогда резиночка будет более плотно прилегать к ноге. Но это на ваше усмотрение. Итак, в моем случае я вяжу одну лицевую петлю, одну изнаночную. Если вы вяжете по кругу, старайтесь вязать классическим способом, для того, чтобы петли не перекручивались. Лицевую петлю классическим способом я провязываю, захватывая переднюю полупетлю спицей, а изнаночную петлю классическим способом я вяжу, тоже захватывая переднюю полупетлю, но рабочую нить я набрасываю сверху на спицу и вытягиваю. Бабушкиным способом лучше вязать поворотными рядами. Если вы вяжете бабушкиным способом при круговом вязании, то петли могут перекручиваться. Бабушкин способ – это когда при вязании лицевых петель вы заводите спицу за заднюю полупетлю и провязываете ее.
а изнаночную петлю вяжете за переднюю стенку петли, но рабочую нить накидываете не сверху спицы, а захватываете ее снизу. Таким способом лучше пользоваться при поворотном вязании. Мы будем вязать так пятку. А сейчас, пока круговое вязание, вяжем классическим способом. Я довязала до конца, затем переворачиваю вязание, меняю рабочую спицу, и вяжу петли с этой стороны. И когда я дохожу до этого коротенького хвостика, то у меня заканчивается один ряд. Затем я поворачиваю вязание, меняю рабочую спицу и вяжу второй ряд, таким же образом, как и первый. Для куклы резиночку я буду делать 8 рядов, а если вы вяжете на человека носочки, то резинку можно сделать высотой 5-10 сантиметров. Я уже связала резинку и дальше буду продолжать вязание только лицевыми петлями, то есть буду вязать прямым полотном до пятки. Если вы резинку вязали спицами меньшего размера, то теперь можете перейти на основные спицы. И это место обычно вяжут высотой 5 сантиметров, но это тоже на ваше усмотрение. Для куклы Розали я провяжу всего 2 ряда прямым полотном, то есть я продолжаю вязать по кругу, но вяжу только лицевые петли. Я уже провязала. И дальше буду вязать пятку. Ее я буду вязать поворотными рядами, только на одной половине носочка. Вторую половину петель я пока не трогаю. И так, как я и говорила, я буду вязать бабушкиным способом, потому что так полотно получится у меня ровнее и удобнее будет делать убавки. Итак, первый ряд я провязываю классическим способом, потому что здесь я еще не делала поворот, и я все петли провязываю за переднюю полупетлю. Это у меня будет первый ряд пятки. Во втором ряду я делаю поворот, и на этой же спице вяжу изнаночные петли бабушкиным способом. Первую петлю я снимаю, провязываю изнаночные петли, и рабочая нить идет у меня под спицей. Последнюю нить я провязываю так же, как и остальные петли в ряду. Затем делаю поворот и дальше снова вяжу бабушкиным способом. Первую петлю снимаю, а остальные петли вяжу лицевыми, но спицу ввожу за заднюю полупетлю.
Дальше я снова буду делать поворот. С изнаночной стороны вяжу изнаночные петли бабушкиным способом, а с лицевой стороны вяжу лицевые петли бабушкиным способом. Таким образом я вяжу нужное количество рядов. Для куклы пятка у меня будет высотой 9 рядов. У детей высота пятки приблизительно 4 сантиметра, у женщин 5-6 сантиметров, а у мужчин 7 сантиметров. Но главное, чтобы количество рядов было нечетным. То есть мы должны закончить лицевым рядом. Я уже провязала высоту пятки. У меня это 9 рядов. Я закончила вязать лицевой ряд. И теперь делаю поворот. И дальше буду делить эти петли на 3 части. Скорее всего, у вас не получится 3 одинаковые части. Но главное, чтобы по бокам было одинаковое количество петель. У меня по бокам получается по 5 петель, а в середине 4. И сейчас я буду провязывать эти средние петли каждый раз в конце ряда, делая убавку. Я провязываю эти 5 петель, вяжу таким же узором, как вязала до этого. Первую петлю снимаю, 2, 3, 4, 5. Я провязала боковые петли. Теперь вяжу средние петли. 1, 2, 3. У меня осталась одна петля, и вы последнюю петлю средней части и первую петлю боковой части провязываете вместе. Дальше боковые петли не провязываете и делаете поворот. Теперь эта петля стала первой петлей средней части. Мы ее снимаем, вяжем остальные петли по рисунку. 2, 3. И последнюю петлю средней части я провязываю с первой петлей боковой части вместе. Остальные петли не провязываю и делаю поворот. Так я провязываю до тех пор, пока в боковых частях у меня не останется петель. Вот что у меня получилось. И теперь я буду набирать на спицу петли с этой стороны вязания. Затем провяжу вот эти петли и наберу на эту спицу петли с другой стороны вязания. Петельки можно доставать спицей или крючком. У меня здесь сбоку вот такие большие кромочные петли, потому что я, когда делала поворот, снимала первую петлю со спицы, и она получилась больше, чем все остальные. С этой стороны у меня получилось на одну кромочную петлю больше, чем с другой стороны. Поэтому вот эту самую первую я пропускаю, а с другой стороны я ее задействую.
Есть такое правило, чтобы вязаное полотно получилось ровное, нужно из 2 кромочных петель набрать 3 петли. Итак, эту петлю, которая прямо возле спицы, я пропускаю. Из этой кромочной петли я вытягиваю петлю, только крючком я нить захватываю сверху, а не из-под низа. Тогда петли будут у меня повернуты такой стороной, чтобы потом было удобно вязать лицевые петли классическим способом. Дальше 3-ю петлю я достаю из этого промежутка между кромочными петлями. Надеваю на спицу и 3-ю петлю достаю из 2-й кромочной петли. Дальше у меня есть 2 следующие кромочные петли, и я из них таким же способом достаю 3 петли. Дальше у меня осталась еще 1 петля, вытягиваю нить из нее и еще беру 1 петлю посередине между 2 спицами, то есть между 2 половинками носочка, для того чтобы потом здесь не было отверстия. Вот эта серединка, я достаю петлю из этой петли. Нужно запомнить, сколько мы достали петель, чтобы потом с другой стороны вытащить такое же количество петель. Итак, у меня здесь было 4 петли, затем я достала 8 петель, дальше я перехожу на эту спицу, провязываю на ней лицевые петли классическим способом. И теперь смотрите, я дошла до этого хвостика, поэтому для удобства дальше я буду начинать считать ряды, которые у меня идут от пятки до убавлений на носке. Итак, в первом ряду я должна набрать еще петли с этой стороны. Эту спицу пока оставляю. И буду набирать петли на другой конец вот этой спицы. Здесь у меня должно быть 8 петель. С той стороны я набирала 3 петли с 2 первых петель, дальше 3 петли с 2 следующих петель, 1 петлю отсюда и 1 петлю между половинами носочка. Так как нить находится у меня уже с этой стороны, то я начинаю набирать наоборот. Вот эта ниточка между половинками носочка, я захватываю вот эту петлю, что рядышком. Дальше достаю петлю из следующей петли.
затем 3 петли из 2 кромочных, и еще 3 петли из этих кромочных. Все, я набрала 8 петель. И дальше буду вязать классические лицевые петли по кругу, в каждом ряду, делая одну убавку с этой стороны и вторую убавку с этой стороны, так, чтобы количество петель на этой спице было таким же, как и на второй спице. Итак, у меня получилось, что здесь я только набрала петли, поэтому в этом ряду я сделаю одну убавку здесь. В следующих рядах я буду убавлять по 2 петли, и в последнем ряду с убавками сделаю только убавку с этой стороны. Ну, сейчас увидите. В общем, я набрала петли, дальше вяжу до конца, не довязывая 2 петли. И здесь я буду делать убавку с наклоном к пятке, то есть вправо. Провязываю эти 2 петли вместе вот таким способом. Итак, сейчас я провязываю петли на другой спице. Провязала первый ряд, и во втором ряду я провязываю первые 2 петли вместе с наклоном к пятке, то есть влево. Можно провязать эти петли протяжкой, ну а я просто переворачиваю эти петли и провязываю их вместе бабушкиным способом. Дальше вяжу все петли, не довязывая 2 петли до конца. И здесь провязываю 2 петли вместе, так же как и в первом ряду, то есть с наклоном вправо. Дальше снова довязываю ряд до конца. И следующие ряды вяжу так же, как только что вязала второй ряд, пока у меня на этой спице будет на 1 петлю больше, чем на этой спице. Я провязала 3-й ряд, и теперь у меня на этой спице 14 петель, а на другой спице 15 петель. Мне нужно, чтобы было одинаковое количество петель. Поэтому здесь сначала я делаю убавку с наклоном к пятке. И дальше вяжу все петли до конца. Все, больше здесь убавок мне делать не нужно.
я довязываю ряд до конца и следующие ряды вяжу по кругу лицевыми петлями без убавок. Так я вяжу приблизительно до середины мизинца. А так как у моей куколки нету мизинца, то я вяжу до 15 ряда. То есть сначала пятки, а дальше будем делать убавление. Я уже провязала 14 рядов и дальше буду убавлять петли по краям через ряд. То есть сейчас в 15 ряду делаю убавления, в 16 не буду делать убавления. Дальше в 17 снова убавление, в 18 не буду и так далее. Пока число петель не сократится вдвое. То есть на этой спице будет в 2 раза меньше петель и на другой спице тоже. Итак, в 15 ряду я сделаю 4 убавки. Таким образом, первую петлю провязываю как обычно. Вторую и третью провязываю вместе с наклоном влево, то есть к центру. Для этого я переодеваю петли на спицу другой стороной и провязываю их вместе бабушкиным способом. Дальше вяжу петли, не довязывая 3 петли до конца. Провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо к центру, вот таким образом. И последнюю петлю провязываю как обычно. Поворачиваю вязание и на второй спице делаю все то же, что и на первой. Первую петлю провязываю, следующие 2 вяжу вместе с наклоном влево. Дальше вяжу, пока не останется 3 петли. Провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо. И последнюю петлю вяжу как обычно. В 16 ряду я не делаю убавок, просто провязываю все петли лицевыми. Итак, у меня было 14 петель на спице, теперь стало 12. В 17 ряду я снова сделаю по 2 убавки на каждой спице, опять таким же образом, как и в 15 ряду. Дальше в 18 ряду я не делала убавок, в 19 снова сделала 4 убавки. И у меня всего получилось 16 петель, а было 28, то есть это почти половина. И теперь можно делать убавки в каждом ряду, пока не останется на спицах всего 12 петель. Так как у меня маленький носочек, мне осталось провязать всего 1 ряд. То есть в 20 ряду я делаю 4 убавки. У меня остается 12 петель. И все, нить я обрезаю, оставляю небольшой хвостик, вставляю нить в иглу, снимаю петли со спицы на иглу.
Вывожу иглу наизнанку. Хорошенько затягиваю отверстие. Закрепляю нить узлами и обрезаю ее. И осталось еще закрепить этот хвостик с изнаночной стороны узлами. И носочек готов. Все, вот что у меня получилось. Надеюсь, мое видео помогло вам научиться вязать носочки. Если да, ставьте, пожалуйста, лайки, присылайте комментарии и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы. И встретимся в следующем видео. Пока!